Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с воспоминаниями советского ветерана, который в годы Великой Отечественной войны служил наводчиком в расчете знаменитой «сорокопятки». В данном видео он расскажет о своем первом бое и за что он получил медаль за отвагу. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. Говорят, крепко запоминается первый бой. Здесь с тебя мигом слетает шелуха, остается подлинное нутро. Может, и не совсем грамотно выражаюсь, но так оно и было. С сорокопяткой в статьях и книгах восхищаются. Вот какая геройская пушка и какие герои-артиллеристы, истребители танков. Громко звучит. Может, оно так и есть. Но если сказать прямо, то к концу 43-го года наша сорокопятка, как противотанковое орудие, безнадежно устарела. Даже новая улучшенная модель с удлиненным стволом. Повторять откровения других артиллеристов не буду. Пушка легкая, небольшая, скорострельная, прицельность хорошая. Я наспор закатил на 500 метров снаряд в чердачное окно, где пулеметчик сидел. Только брызги полетели. Бронетранспортер или броневик наши снаряды легко пробивали. Но ведь к зиме 43-го у немцев какие танки были? Про «Тигр» и «Пантеру» и говорить нечего. У них лобовая броня 100-110 мм. К счастью, они составляли лишь небольшую часть немецкого танкового парка. У Т-3 и Т-4 самых массовых танков броню постепенно усиливали, довели до 50 и более миллиметров. Да еще броневые экраны и звенья гусениц навешивали. Они в нас свободно за километр снаряд всаживали, а наше расстояние это 300-400 метров. Да еще надо изловчиться и в борт болванку засадить. В лоб бесполезно. Подкалиберные снаряды хорошая штука, но также на небольшом расстоянии. Выдавали нам их поштучно. Редко, когда в комплекте орудия десяток подкалиберных имелось. Это уже ближе к 45-му увеличили норму, если такая вообще была. Да и подкалиберные снаряды лобовую броню танков только в упор пробивали. Ну так вот, про первый бой. Наша батарея из 6 орудий входила в штат 190-го стрелкового полка. В полку имелись еще батареи 3-дюймовых орудий. Но на левом фланге приняли удар мы, сорокопятчики. Снега еще немного было, декабрь, легкий морозец. Немецкие танки катили на нас с хорошей скоростью, маневрируя на ходу. Примерно штук 12 средних танков Т-3 и Т-4, а с бугра, как с наседки, посылали в нашу сторону тяжелые 88 миллиметровые снаряды 3 самоходные установки. До них было более километра. Атака по существу началась внезапно, без артподготовки, которая чаще вредит, чем помогает. Особенно я имею в виду нашу артподготовку, с вечной нехваткой снарядов. Мы словно сигнал противнику даем своими жидкими залпами, мол, сейчас ударим. И когда атака начинается, немцы уже наготове. Не скажу, в тот раз мы зевнули, но какие-то минуты немцы за счет внезапности выиграли. Я во втором взводе состоял, заместителем командира орудия. Взводный у нас ничего, мужик, взвешенный, а комбат – Олехейко. Мы его фамилию между собой часто в непечатном виде произносили. Был суетливый и не слишком опытный. Хоть и капитан, а где-то вдалеке от передовой долго околачивался. Он начал звонить командиру полка, а у того свои заботы. Немцы второй клин заколачивают. В общем, растерялся Олехейко. Орудия у нас врове как замаскированы. Защитные сетки, хоть и небольшие. Нас разглядеть трудно, но лишь до первых выстрелов. Тогда и снег закоптится, и люди забегают. В общем, будем мы как на ладони. Но это полбеды, если мы первый удачный залп сделаем. 6 стволов – сила. С нужного расстояния, метров 300, можно пару танков сразу подбить. А там уже легче дело пойдет. Наш Олехейко еще кому-то позвонил и приказал открыть огонь одним взводом. Ахнули 3 пушки первого взвода. Недолет. Расстояние за 600 метров. Второй, третий залп. Мы, затаив дыхание, следим. Ну, может, один снаряд из 9 в цель попал, но броню не пробил, а взвод себя обнаружил. Во-первых, ударили по взводу 2 самоходки, и с остановки первые танки. Остальные продолжали катить. Позицию первого взвода накрыли сразу. Там черти что творилось. Вспышки взрывов, земля мерзлая взлетает, обломки зарядных ящиков. Одно орудие перевернуто, от второго куски посыпались. Третье орудие, как из преисподней, снаряды один за другим посылает. Подбили один танк, а остальные уже ближе к нам подвинулись.
Идут на перерез. Вот-вот борта подставят. Взводные между орудиями бегают. Они друг от друга метрах в 40 стоят. Не спешите, ребята. Огонь по команде. А Алихейка свою команду торопится дать. Мы с нормального расстояния стреляли. Я свой танк хорошо видел. Он навстречу двигался. Пришлось бить в лоб. Промахнулся. Высоковато взял. «Снаряд!» — кричу. А снаряд уже в стволе. Заряжание у нас быстрое и расчет слаженный. Второй снаряд от брони отрикошетил. Только голубая искра проскочила. А нам уже подарок от самоходки несется. 88-миллиметровую ударил в задний бруствер. Осколки в основном поверху пошли, но одному из расчета осколок каску пробил и сорвал вместе с ухом. Боец упал, катается, кричит, кровь хлещет. Я на секунды замешкался. Командир орудия, старший сержант Ващанов, меня оттолкнул. Хотел сам за прицел встать, но меня столкнуть трудно. Я его на голову выше и физически крепче. «Не лезь!» — крикнул я снова и выстрелил. Этот танк мы подбили. Наша пушка или другая, не поймешь. Работали как автоматы, только гильзы звенели. Танки бы нас расколошматили. На батарее 3 или 4 пушки оставалось. Правда, и у немцев один танк горел, второй отползал кругами в низину с порванной гусеницей. Но у них была другая цель. Они прорывали наш левый фланг, и следом за первой группой танков шла вторая с бронетранспортерами. Тогда уже завязывался узел будущего Корсунь-Шевченковского побоища, и немцы совершали тактические прорывы, преследуя какие-то свои цели. Наш взвод, развернув орудие, бил в борта и кормовую часть уходящих в снежной круговерти немецких машин. По нам стреляли самоходки с холмов и разбили одно орудие. Может, добили бы и остальные, но подключились наши гаубицы. Взрывы тяжелых 6-дюймовок заставили отползти самоходки. Часть снарядов обрушилась и на прорывающиеся танки. Остановить их не сумели, но еще один подбили. Мы хорошо подковали бронетранспортер. Он загорелся. Из него выскочило человек 12 фрицев и, пригибаясь, побежали прочь. Они были в шинелях и хорошо заметны на снегу. Мы подожгли подбитой гаубицей танк и принялись посылать осколочные снаряды в убегающих. Все были злые, снарядов не жалели. Почти весь экипаж бронетранспортера был уничтожен. Может, кто-то бы и спасся, но к горящим машинам побежали пехотинцы и добили притаившихся или раненых фрицев. После боя мы похоронили 9 ребят из батареи. Все молодые парни, и 20 лет не исполнилось. Отправили человек 25 раненых в медсанбат. Вот и считай, в батарее около 60 человек вместе с коноводами было, а осталось чуть более 20. Раненые, в основном тяжелые, пострадали от осколочных снарядов. Жутко смотреть на разорванные тела, внутренности, оторванные ноги и руки. Заряжающий, который как резаный кричал, дешево отделался. Его лишь оглушило и ухо осколком отрезало. Вертит в руках разодранную каску и глазам не верит, что живой остался. Еще нашего взводного ранили. Увидел я и первые трофеи, за которыми ребята успели сгонять. Автомат, ножи, часы, удобные немецкие котелки. С любопытством разглядывали. А потом приводили в порядок 3 оставшиеся орудия. В нашем взводе 2 уцелело, в первом одно. А весь бой с полчаса длился. Это считая то время, что мы по убегающим немцам стреляли. Кроме наших 3 пушек, самоходки разбили 2 дивизионные 3-дюймовки. И пехоте попутно досталось. Они отдельно своих хранили, чтобы далеко тела не носить. В общем, за 3 немецких танка и бронетранспортер заплатили мы недешево. Медаль за отвагу получил я, когда поддерживали в наступлении пехоту. Мешал вкопанный в землю танк. Стреляли и другие точки, но это досаждало особенно. Комбат дал задание командиру орудия Ващанову уничтожить танк. Ударили мы метров с 300. Снаряды башню не берут, а танк в нас шарахнул. Ващанова ранили, заряжающего убили. Комбат кричит: «Стреляйте!» А что толку? Далеко. Попросил 2 бойцов в подмогу и покатили пушку в обход. Наши коноводы куда-то далеко забились, поэтому на руках 45-ку катили. Запарились, пока в снегу упирались, а снарядов всего штук 8 прихватили. Я примерился, виднелась лишь одна башня со стволом. Ничего, хватит и этого. Я за командира и за наводчика действовал, попал с 3-го снаряда, а после 5-го танк загорелся. Немцы выскочили и по снегу уползли прочь. Пошла наша пехота.
Другие немцы стали траншеи покидать, а у нас всего 2-3 снаряда. Выпустили их, в кого-то попали. Немцы крепко отстреливались, когда отходили. Пулеметчики местами меняются и отходят, прикрывая пехоту. Мы из карабинов стреляли, но немецкие МГ-42 нам охоту быстро отбили. Очередь как врежет по щиту, мы с зайцами в снег нырнули. С карабинами против немецких пулеметов не навоюешь. Жалел я, что снарядов мало взяли. Наша пехота цепями двигалась, пулеметчики быстрее за своими. Мы им вслед из карабинов постреляли, и пошел я за трофеями. Лежит немец лицом вниз. Шинель, ранец. Я часы и пистолет хотел найти. Сержантам пистолеты не полагались, но считалось шиком их иметь. Особенно почему-то парабеллумы. И вот когда я нагибался, ударила очередь. Вторая. Я в снег бросился. Спасибо, что глубокий. Это меня и спасло. Оказывается, отходящая группа фрицев меня заметила и обстреляла. Обошлось. Но интерес к трофеям я приумерил. Хотя обзавелся позже и парабеллумом, и часами, а одежду с убитых никогда не брал. Считалось дурной приметой. За тот бой меня и наградили медалью за отвагу. Не скажу, что подбитый танк все решил. Силу наших войск уже хватало. Но чем-то мы помогли. По крайней мере, спасли несколько жизней пехотинцев, заткнув пасть этому танку. На этом сегодня все. Конец второй части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.